привет! Я наконец-то записываю для вас видео на YouTube. Честно, совершенно непривычно говорить на камеру. И вообще, когда я утром даже настраивала камеру, штатив и так далее, было очень и очень необычно для меня, как будто бы я это делаю в самый первый раз. Давайте приступим к макияжу, и параллельно я буду вам рассказывать, что же со мной происходило, куда я вообще пропала. Я уже умыла лицо, и сейчас же я буду использовать вот такие вот подушечки, диски. Они успокаивающие, поскольку у меня кожа очень чувствительная. Их можно вот даже вот так оставить как масочку, но сейчас я просто пройдусь, подготовив кожу к уходу. Я, если честно, даже не знаю, с чего начать. Но вот вкратце я могу сказать, что прошлым летом я выпустилась уже с университета, я окончила факультет экономики. Затем же осенью у меня была такая небольшая депрессия. Я не могу ставить никакие диагнозы, но состояние было очень-очень мрачное, мне ничего не хотелось делать, я чувствовала, что я нахожусь не на том месте, где я должна быть. Наверное, это и было отправной точкой, после которой я и решила, что мне нужно переезжать. К слову, 22 года своей жизни я прожила с родителями, и, честно, я не думала, что я съеду от них, если это только не будет какое-нибудь замужество. В конце ноября я уже думала, куда мне уехать, где бы я смогла находиться одна, будучи девушкой, потому что практически во всех странах это супер небезопасно, и меня бы родители не отпустили бы. Единственное, что мне приходит на ум, что и неподалеку, и где безопасно, это Эмираты. Я начинаю обзванивать свою подругу, она здесь уже живет около 5 лет. Я у нее все просто спрашиваю от А до Я, как, сколько, что мне делать, и это, наверное, на протяжении недели у меня вот был такой небольшой ресерчик по Эмиратам, по жизни здесь, по визе и так далее. И буквально за эту неделю я понимаю, что все, я походу готова, я созрела, я сажусь перед родителями и начинаю просто говорить, что вот, мне нужно переезжать, я хочу сепарироваться, я хочу уже работать, самостоятельной жизни хочу. Они, в принципе, дают мне добро, и я просто сижу такая на адреналине, понимаю, что вот, Асель, у тебя там буквально через месяц уже забронированный билет на самолет, у тебя нету пока жилья, у тебя нету работы, у тебя абсолютно ничего нету, и накопленных денег у меня тогда тоже, в принципе, не было. За этот месяц нахождения в Бишкеке я быстренько так начинаю собирать всех рекламодателей, которые когда-либо мне писали, и я им пишу, вот, там такая-то цена за рекламу, бла-бла-бла, готовы ли вы сотрудничать, и просто я собираю за тот месяц около 10 реклам, которые мне нужно было бы просто загружать в течение января. И, соответственно, в декабре я просто вот созваниваюсь, потом снимаю контент, коплю деньги. То есть у меня в голове были мысли только о деньгах, как же мне вот взять какую-нибудь сумму и накопить. Ну, то есть это все было супер сумбурно, и я до сих пор в шоке от себя, как я смогла вот просто за небольшой такой период все это вот так просто в кучу собрать, уехать. Я уже накапливаю определенную сумму, билеты у меня уже готовы. Я даже нашла квартиру, точнее не квартиру, а комнату в квартире в аренду. Сожительницы у меня были 2 девочки, тоже из Кыргызстана, сестренки, и это внушало огромное доверие. Более-менее уже отлегло, уже была некая уверенность, что-то как. Но работы у меня все еще не было. Соответственно, за тот же месяц, декабрь, я загружала свои резюме просто во все сайты по трудоустройству. По итогу, по приезду, у меня на второй день назначено было 2 интервью. Оба интервью были на позицию SMM-маркетинг, поскольку у меня более-менее как был опыт, я работала и с родителями, на их магазин, работала на себя, на свое имя, то есть более-менее были какие-то познания, и я такая, ну почему бы нет, почему бы нет. И вот на второй день я уже иду на первое интервью, и если честно, я переживала, поскольку всего у меня было назначено 2 интервью на мое время пребывания. Я нервничаю, но вроде бы все хорошо проходит. И мне говорят, а давай попробуем. Я примерно около месяца показывала там типа скиллы, стажировка, все дела. Мне также предоставили жилье, поэтому я переезжаю на второй же день, и все. Я устраиваюсь на работу, у меня жилье есть, зарплата хорошая, и плюс параллельно я думала заниматься блогингом. И вот я, соответственно, уже работаю около пары месяцев в недвижимости. И честно, это было достаточно трудно. Во-первых, это график, во-вторых, это очень высокие ожидания, требования,
поскольку здесь, если же вас обустраивают на работу, вам должны покрывать оплату за визу, за страховку и за все это. Работодатель, он тратит на вас огромные деньги. Понятное дело, он будет с вас требовать хороших результатов. Первое время я так и ходила. Я совершенно забросила блогинг, мне не хотелось снимать видео, да и у меня, в принципе, даже и времени не было, поскольку с утра до вечера я работаю. Вечером более-менее кое-как я успеваю поесть, немного отдохнуть, и уже хочется спать. И вы просто не представляете, как мне было трудно, чисто, ну вот, ментально, то, что изначально у меня были совершенно другие амбиции, у меня были совершенно другие планы. Я хотела пойти по блогингу, как-то первое время подтужиться, поднатужиться и уже выйти на местные бренды. По итогу я совершенно в другую сферу ухожу. И в этот момент я понимаю, что я начинаю терять себя. Я как будто бы изменяла себе и своим вообще целям. Последние 2 месяца на работе я, честно, пребывала в не очень хорошем ментальном состоянии. Конечно, грех жаловаться, мне предоставили жилье, мне предоставили хорошую зарплату, но, опять-таки, я знала, что в дальнейшей перспективе я бы хотела себя видеть как блогера, то есть никак не недвижка, никак не клиент, и тем более я работала даже не агентом, а в маркетинге. Я не видела в этом какой-то перспективы для себя. По итогу я проработала на компанию около 6 или 7 месяцев. Я сажусь разговаривать уже с моими шефами, объясняю всю ситуацию, они меня понимают, они дают мне месяц на то, чтобы я всю свою вот эту накопленную информацию передала новому сотруднику, ну, либо же, в принципе, там надо за месяц просто оставлять нотис, уведомление, что я ухожу. Я его оставляю, и спустя месяц я уже ухожу из компании. Это был очень для меня тоже большой шаг. Вы сами примерно понимаете, то есть я нахожусь совершенно одна в чужом городе. Я кое-какую сумму опять-таки накопила. У меня не было такого, что я без денег, без ничего, просто так бездумно уйду с работы. Нет, конечно. Я откопила определенную сумму на несколько месяцев вперед, чтобы у меня было, да, на крайний случай. С этой суммой я примерно распланировала свой бюджет, и сейчас я полностью ушла в блогинг. Честно, решение хоть и далось нелегко, но я знаю, чего я хочу, я знаю, на что я способна и в какой сфере я реально пригожусь. Сейчас же я очень и очень довольна своей жизнью, честно, грех жаловаться, все есть, все в достатке, я занимаюсь своим любимым делом. В целом, про жизнь в Дубае я бы, наверное, сняла отдельное видео, подробное. Поэтому, девочки, пишите мне в комментариях, что вам хочется услышать, может быть, что-то помимо Дубая. Не знаю, все, что вас интересует, спрашивайте, пишите, можете и в инстаграме в директ писать. Если это небольшое что-то, я быстренько отвечу. Сегодня у нас по планам сходить в музей будущего. Позже, в 8 вечера, по-моему, сеанс на Барби. В Эмиратах отложили премьеру Барби. Он у нас начал транслироваться только вот с 10 августа, когда, как во всем мире, уже с июля все посмотрели, уже и эдиты, и нарезки, и вот эти макияжи, все отсняли. Девочки, пока я снимала, уже приехала доставка еды. Соответственно, сейчас мне нужно быстренько нарисовать стрелки, накрасить ресницы и губы. И, в принципе, я готова уже.
Мне тоже очень понравилось. В принципе, сколько по времени заняло? На 2 часа где-то. Мы говорили, сколько будет. Так и сказали. В принципе, очень классно, ребята. Я уже вернулась домой. Сейчас нужно быстренько переодеться. И затем мы отправляемся на ужин. И в кино чуть позже. Короче, вышли на улицу, у меня опять линза в дыму. Нет, в пару, да? Меня там не видно, кошмар. В общем, мы сейчас идем через часть мола, Дубай-мола, и вот здесь выход сразу идет на Чайна-таун, если видно. Такая вот красота. Если мы перейдем вот этот мост, мы уже перейдем на сторону уже мола полноценно. С этой же стороны тут у нас отель и всякие кофейни. Может, на барашке? Давай. Сладочка, там очень дешево. Вкусно тебя? Курица хорошая? В общем, можно прямо с напиточками идти в зал. Девочки, мы уже вышли с кино. Я вообще сейчас в уборной стою. Фильм очень красочный. Мне, в принципе, понравилось. Песни классные, костюмы классные. Красиво, красиво, но слишком для меня молодежь. Блин, мне 23, но для меня это слишком молодежь. Такие вот кино. Это еще с учетом того, что они все вырезали, они поставили 15+. Девочки, я уже дома. Честно, я очень сильно устала. Мне хочется спать, мне хочется смыть весь этот макияж. Пока что я не знаю, буду ли я снимать завтра видео или нет. Вот, поэтому, если что, прощаемся. Всем спасибо. Очень была рада вернуться к съемкам, вернуться вообще к этому процессу, разговору на камеру.